Всем привет, и сегодня мы поговорим, как правильно относиться к деньгам. Создание большого дохода или изобилия в нашей жизни достаточно простое дело, но большинство из нас считает, что это очень сложно. В итоге так и получается. Самое трудное в наших отношениях с деньгами – это дать себе понять, откуда они могут прийти. Мы должны сосредоточиться на том, что это возможно. Например, большинство людей считают, что их доходы ограничены определенной суммой, и это все деньги, которые могут прийти в их жизнь. Другие говорят, что их ежемесячная зарплата составляет энное количество долларов США, и они не желают получать вторую работу. В первом случае человек имеет определенные границы своего дохода и не допускает возможности поступления большого количества денег. Во втором случае человек определяет свой личный канал поступления денег. Итак, чтобы создать больше денег из воздуха, мы должны больше готовы освободить наше ограниченное мышление, убрать границы вокруг нашего изобилия и перестать описывать пути поступления денег в свою жизнь. Заметьте игру слов «деньги» и «изобилие». Иногда представляется, что изобилие – это деньги, которые вы можете потратить. Иногда изобилие можно представить как приглашение вас на обед или получение неожиданных скидок на покупки, которые вы делали. В общем, вы должны сами определить для себя значение этих слов. Правило первое. Деньги – это энергия. Она послушна законам природы и, подобно приливам океана, имеет естественный ритм течений в прямом и обратном направлении. Когда мы позволяем деньгам поступать к нам, не ограничивая их и не определяя пути поступления, тогда мы становимся хозяевами изобилия. Мы ограничиваем потоки изобилия, когда не позволяем кому-то платить за обед. Нет, вы не должны платить за обед. Мы ограничиваем поток изобилия, когда мы не подбираем копейку, которую видим на улице. Вы просите у Вселенной изобилия, и вот, пусть малый, но поток прямо у вас под ногами. Вам лишь достаточно нагнуться и принять его. Мы ограничиваем поток изобилия, ограничивая свое мышление. Правило второе. Деньги безлики. Деньги не являются ни злом, ни добром. Они не имеют цены, кроме той, которую мы сами даем им. Деньги не интересуются тем, кто вы, что у вас за плечами или какое прошлое у вашей семьи. Это следует из первого правила. Ведь деньги всего лишь энергия и только. Они могут быть использованы в любых целях. Деньги можно использовать в пользу людям, но можно и в ущерб им. То, как мы используем деньги, или то, что мы думаем о деньгах, не меняет природу денег, которая есть энергия, но меняет ваше отношение к ним. Правило третье. Деньги неограниченные. Когда мы поймем правило первое и второе, деньги или изобилие может свободно течь к нам в таком объеме, в котором мы позволяем им. Создайте необходимость, откройте энергию и позвольте Вселенной предоставить вам все хорошее в вашу жизнь. Просто уберите из своей жизни самое плохое и оставьте место для самого хорошего и позитивного. Если вы видите очень много позитивной энергии, много всего позитивного, то принимайте это. Если видите много негативного, отвергайте это. Открытие потока. Вы можете создать большое количество изобилия в своей жизни, потому что ваша суть есть энергия, и деньги – это энергия. Первым шагом является развитие отношений с деньгами. Каждую ночь, прежде чем ложиться спать, запишите в своем журнале по крайней мере 10 вещей, за которые вы благодарны. Определите, запишите и благодарите за все денежные средства, которыми вы располагаете. Скажите спасибо человеку, который заплатил за обед. Скажите спасибо Духу, Богу или Вселенной за деньги, которые вы нашли на улице. Скажите спасибо человеку, который улыбнулся вам в автобусе. Эти простые действия займут всего 10-15 минут. Позвольте себе просто попытаться сделать это и посмотреть, что откроется и вольется в вашу жизнь. Если вы забудете вести журнал в течение нескольких дней или недель, заметьте, как поток может замедлиться или остановиться. Возьмите ручку и снова начните вести свой журнал и развивать привычку. Это изменит вас. Ваш журнал.
Как только вы разовьете эту новую замечательную привычку, вы можете начать создание новых источников дохода. Поверьте, это работает. Вы можете создавать то, чего хотите в будущем, но записывайте это в настоящем времени. Помните, не создавайте границ и не определяйте пути поступления изобилия в вашу жизнь. Это все, что я хотел вам сказать. Доверьтесь моим советам, потому что я вам не предложу ничего плохого. Спасибо за внимание. С вами был я.